Всем привет! Сегодня разберем Орфи и Магус. Но для простоты дальше будем называть ее просто Орфи. Это огненный агент класса нападения, который совмещает две роли сразу. Дамагер и бафер для команды. По сути, это огненный аналог Сид. Тоже для дуо ДПС сетапов, но в отличие от нее Орфи умеет выдавать мощные авторшок атаки, даже находясь вне поля боя. А не только когда вы ей управляете. Что дает Орфи команде? У нее есть главный ресурс, который расположен под ее полоской ХП. Максимум может быть 125 очков. И восполняется он через использование ульты, цепочки атак и спецзаряженной атаки. Накопив хотя бы 100 очков этого ресурса, Орфи может активировать лазер через спецзаряженную атаку, если ее зажать, которая наносит серьезный урон, дает баф всей команде и сразу же запускает быструю помощь. Главный баф Орфи называется фокусировка прицела. Когда она прожимает свой лазер через спецзаряженную атаку, все союзники получают огромный буст к атаке, который скалируется от ее максимального количества восстановления энергии. Стартует с 280 и может вырасти до 700. Плюс к тому Орфи имеет плюс 25% крит шанса и целых 85% увеличения урона авторшоков по умолчанию. Отсюда и ее высокая личная эффективность. Но есть еще жирная пассивка. Если в команде есть персонаж устрашения, то есть который специализируется на оглушении, или саппорт, то все с активным бафом фокусировка прицела получают 25% игнора защиты на все авторшок атаки. Это мега синергия с Солдат 0 Эмби, Гашетка или Джупуфу, потому что игнор защиты это редкий и очень сильный баф. Теперь перейдем к умениям Орфи. Базовая атака, атака в рывке, контратака ничего особенного не имеют, то есть они не так сильно важны для геймплея Орфи. Вся сила идет из ее спецатаки из кармана, то есть вне поля боя, и ее лазер, который при использовании накапливает ее особые ресурсы. И, собственно, вот ее умения. У нее два важных умения для ее геймплея. Это ее спецатака, у нее 3 версии есть, и ее ульта. Начнем с спецатаки. Первая версия это вот когда у вас достаточно энергии для использования, и просто нажимаете один раз, не зажимая, просто нажимаете один раз, и она использует вот такой вот лазер. Этот лазер накапливает ее особый ресурс, то есть можно бить, пока у вас есть энергия, и наносить урон, ну и накапливать ее особый ресурс, собственно. Другой вариант, вот он только что был, я сейчас еще раз постараюсь показать. Другой вариант ее спецатаки, это когда сама Орфи находится вне поля боя и у нее есть хотя бы 60 единиц энергии. В таком случае, когда любой член команды атакует, появляется Орфи на поле боя и наносит урон. Причем вот любыми атаками, видите, она появляется на поле боя постоянно и вот только что было, и наносит урон. Видите, вот. То есть она просто пассивно помогает члену команды урон носить, как из кармана, скажем так. Как видите. И теперь, скажем так, основная ее фишечка это спецзаряженная атака, когда у вас достаточно ее ресурса. Накапливаем вот ее ресурс. Когда он у вас достаточно, зажимаем ее спецатаку, то есть делаем холду по сути. И переключаемся на другого члена команды, так как активируется быстрая помощь. И все. И также активируется сразу баф, который дает Орфи. Это бонус к силе атаки и игнор защиты, если мы атакуем авторшоками. И все. То есть сама атака, как видите, долгая. Она находится на поле боя долго. Но из-за того, что она активирует быструю помощь, это по сути даже и не проблема для Орфи. И теперь ульта. У ульты есть небольшой бонус. Сама ульта активирует быструю помощь. И если ей воспользоваться, то время действия ульты увеличивается. То есть, скажем так, Орфи остается вне поля боя, но продолжает наносить урон.
Сейчас я вот покажу. Собственно, активируем ульту. И главное сейчас быстро использовать быструю помощь. Как видите, она остается на поле боя и наносит урон, видите? Короче, скажем так, Орфи это как Бернис, только вместо того, чтобы наносить урон аномалии, она просто напрямую сразу урон наносит и все. Еще я вот забыл упомянуть, когда Орфи вот таким вот образом на поле боя появляется, то есть из кармана, скажем так, она регенит 20 энергии своего спецресурса. То есть пока она находится вне поля боя, вы играете другими саппортами, например, или другим ДД в команде, она регенит свой спецресурс. И в момент, когда вы на нее переключитесь, у нее уже будет готова вот эта вот способность для использования. То есть это, ну, это достаточно важно для ротации, для геймплея. И, собственно, геймплей у нее несложный. Начинаем бой, как всегда, с саппортами. Если у вас гашетка, например, или Астра есть. Используем умение, как там у вас есть у других персонажей. И переключаемся на саму Орфею. И теперь, если у вас спецресурс не заряжен, используем его спецатаку, не зажимая. И собираем спецресурс. Как только спецресурс собрали, зажимаем спецатаку и уходим на другого персонажа через быструю помощь. И опять все то же самое. Наносим урон другими членами команды. Опять повторяем всю ту же самую процедуру. И возвращаемся на Орфи. Собираем ее спецресурс. Сейчас я еще раз покажу, если получится. И, собственно, вот. Используем опять баферов, которые есть в команде. Если спецатака, точнее, ее ресурс не заряжен, заряжаем с помощью спецатаки. Главное, чтобы энергия была. И как только спецресурс есть, зажимаем спецатаку, переключаемся на другой член команды, наносим урон через него. И повторяем все заново. Здесь, опять же, вот, используем спецатаку, чтобы зарядить ее особый ресурс. Используем и уходим в поле боя. Опять. Используем другого члена команды. Опять все повторяем. Если ульта готова, используем ульту. Ульта тоже заряжает спецресурс немножко. Теперь перейдем к оружию для Орфи. Здесь небольшая проблема, потому что идеальным оружием будет только сигнатурное, как ни странно. Оно ей подходит просто идеально. Все остальные оружия, они для нее, по сути, чисто нужны ради статов. Как я сказал, вот сигнатурная. Дальше у нас идет Сигна Эвелин. Она, опять же, ради статов хорошо подходит для нее. Дальше оружие Джейн Доу. Вот оно. Оружие Джейн Доу. Оружие Хьюга. И последний из 5-звездочных это оружие Сид. И из, скажем так, из пятерочек... Ой, извиняюсь, из оранговых, то есть 4-звездочных фактически. Это 2 ивентовых оружия. Златоцвет. Вот он. И другой ивентовый, это Марката Риверт. Вот он. Опять же, скажем так, ради статов хорошо подходят. Дальше перейдем к драйв-дискам. У Орфи, по сути, два варианта. Один как саб-ДД, или ДД в команде второй.
И как саппорт. Для ДД собираем вот этот вот сет, который под Aftershock идет, Гармония теней. И две части всегда, по сути, без разницы какой билд вы собираете, нужен вот этот Swing Jazz. Он дает плюс 20% восстановления энергии. Ее баф на силу атаки скалируется именно от этого параметра. И, как я уже говорил, если собираетесь собирать ее как саппорта, то ставим астральный голос на Орфи. И опять же, Swing Jazz, две части. Статы и сабстаты. В четвертый драйв-диск выбираем крит шанс или крит урон в зависимости от того, что вам больше всего нужно. В пятерку в большинстве случаев выбираем бонус огненного урона. Если у вас есть сигнатурное оружие, то можно взять силу атаки. В шестерку, опять же, в большинстве случаев это восстановление энергии. С сигнатурным оружием можно взять силу атаки, но все равно лучше взять восстановление энергии, чтобы достичь нужного предела и можно было на максимуме использовать ее баф. В сабстатах ищем крит шанс, крит урон и атаку с процентом, то есть процентную. Если повезет, пробитие и беспроцентную атаку обычную. В конечном итоге у вас должны получиться, то есть такие не как у меня, у вас должны быть лучшие статы. У вас сила атаки должна быть 2500 минимум, и уже чем больше, тем лучше. Крит шанс 50-60 будет идеально, так как она еще плюс бафается за свои пассивки. То есть где-то 60-70 будет достаточно вполне. Крит урон, опять же, тут чем больше, тем лучше, но стараться хотя бы 150-170 собрать, если получится, конечно, что очень сложно. И, скажем так, очень важный стат — это восстановление энергии, не только для того, чтобы чаще использовать ее спецатаку, но и чтобы получить баф на силу атаки при использовании ее зажатой версии спецатаки, когда она стреляет лазером из хвоста. В идеале должно быть 3.6, чтобы получить полный баф 700 силы атаки. Без сигнатурного оружия получится собрать всего лишь 2.8, то есть баф будет 500 сил атаки. Там 541, кажется, что-то такое. То есть теряем 200 сил атаки бафа. В завершении перейдем к выбору команд. Идеальным вариантом, конечно, будет команда, где все персонажи используют Aftershock. В первом случае это у нас, вот, естественно, сама Орфи. Дальше у нас будет или Сид, или солдат 0 Эмби. И те пользуются Aftershok'ами. И в последний слот как баффера берем или гашетка, что может быть вполне хорошо, особенно если у нее есть сигна. Если у вас нет гашетки, то хорошо подойдет еще и Астроял. Если уже и Астроял нету, то берем Николь. То есть тут есть разнообразие, но разнообразие заканчивается в том, что Николь не сможет дать те бафы, которые, например, дает тоже Астроял. Это идеальная команда. И, скажем так, более free-to-play, при учете, что у вас есть солдат 11. Это Орфея Магус. Вместо Сид или солдат 0 Эмби берем солдат 11. Опять же, это если она у вас есть. Потому что если нету, то другой опции нету. Ну и здесь, как я говорил, берем Николь. Это такой более фри-то-плейный вариант. И бамбу, тут все зависит от того, какие вы команды используете и с чего у вас стоит вообще команда. Если в команде у вас есть Сид, то есть Орфи и Сид одновременно, можно использовать вот Меркурия, ихнего сигнатурного бамбу. Если команда у вас полностью электро и нету Меркурия, например,
Тоже есть вариант, можно использовать вот этого штекера, штекера Бу. Также для регена энергии можно использовать дворецкого бамбу, где он только тут находится. Ну, вот он. Дворецкого можно использовать. И также можно использовать еще для регена энергии и увеличения сил атаки рыцарь Бу. И еще есть вариант, например, использовать Щелкуна, если есть Астроял в команде. Правда, весь баф не будет использован, но частично, да. Частичка, да. Часть бафа. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый на канале, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте в комментариях. И посмотрите другие видео на моем канале.